Возможно ли, что один единственный анонс компании может потрясти весь фандом всего за несколько часов? Когда Paradise City наконец представили Тэхёна своим новым амбассадором, все ожидали визуального совершенства, роскоши и элегантности, которую может предложить только он. Но никто, абсолютно никто, не ожидал, что внезапное внимание переключится на нечто гораздо более загадочное. Потому что за захватывающими дух кадрами Тэхёна, за кинематографическими кадрами и безупречной атмосферой фанаты начали замечать одно скрытое взаимодействие, едва уловимое присутствие, безмолвный намек, указывающий прямо на Чингука. И вот так прожектор, который должен был быть направлен исключительно на Тэхёна, превратился в лесной пожар домыслов, волнения и недоверия. Все в съемках Paradise City с Тэхёном кричало о совершенстве, его спокойная осанка, мечтательное освещение, замедленные движения, словно взятые прямо из отмеченного наградами фильма. И все же фандом быстро осознал, что в этой атмосфере есть что-то странно знакомое. Двигаясь, едва заметная ухмылка, которую он пытался скрыть, даже ритм его жестов, во всем чувствовался след кого-то другого. Создавалось впечатление, будто Тэхён был не один на этой съемке. Словно кто-то повлиял на настроение задолго до того, как камеры начали работать. Именно тогда ARMY начали связывать все точки воедино. Жест Тэхёна, который он обычно делает только в присутствии Чингука. То, как он поправил воротник, то, как он на долю секунды отвел взгляд, словно вспоминая какую-то шутку, даже расслабленная уверенность в его походке. Фанаты мгновенно распознали эти мельчайшие детали. Они не были случайными. Они не были совпадением. Они были частицами чего-то более глубокого, чего-то, в чем присутствие Чингука было написано насквозь, даже если он не присутствовал физически. Слухи быстро распространились. Чингук был на съемочной площадке. Они что-то снимали вместе. Почему Тэхён выглядит так, будто отвечает кому-то за кадром? Хронология событий наполнилась теориями, покадровыми разборами и сравнениями с более ранними моментами Тэхёна, которые несли в себе ту же энергетику. Некоторые фанаты даже отметили, что выбор фоновой музыки и стилистика совпадали с предпочтениями самого Чингука из предыдущих съемок. Было ли это намеренно или чисто инстинктивно, одно стало ясно: влияние Чингука было вплетено в визуальный ряд сильнее, чем кто-либо ожидал. И именно поэтому центр внимания переместился. Не потому, что Тэхён не был очарователен, он был всем, на что Paradise City мог надеяться, и даже больше. А потому, что фанаты чувствовали, будто наблюдают за безмолвным разговором двух людей, выраженным лишь через атмосферу и эмоции. Тэхён был официальным послом, но скрытое взаимодействие Чингука, его невидимое присутствие, стало тем самым секретным элементом, который затмил всеобщее внимание. В компании, призванной подчеркнуть роскошь и элегантность, именно невысказанная связь между ними стала самой незабываемой частью. По мере того, как обсуждение становилось все громче, всплыли кадры из-за кулис, и ARMY заметили еще больше деталей, которые было сложно игнорировать. Улыбка Тэхёна, мягкая, почти застенчивая, не соответствовала роскошному, серьезному тону съемки. Это была та улыбка, которую он обычно показывает только тогда, когда Чингук тихо говорит что-то в сторону. Она казалась неуместной, но в то же время совершенно естественной, словно воспоминание проскользнуло сквозь его самообладание. Каждый раз, когда взгляд Тэхёна смягчался, фанаты гадали, думал ли он о ком-то или о чьем-то присутствии, задержавшемся в этой комнате. Затем появились стопокадры, те миллисекундные мгновения, которые фанаты изучали с точностью детективов. В какой-то момент Тэхён, казалось, едва заметно заметил кого-то за камерой, его взгляд мелькнул вверх всего на мгновение. Это было быстро, почти незаметно, но безошибочно знакомо давним поклонникам их отношений. Это был тот самый едва заметный жест, который он часто делал Чингуку во время прямых трансляций или выступлений, безмолвное «я вижу тебя», понятное только им. Было ли там Чингук на самом деле или нет, уже не имело значения. Энергия уже была. Бренды редко ожидают такой реакции, когда роскошная компания превращается в повествование, подпитываемое эмоциями, химией и тонкостью. Paradise City невольно стал местом шквала домыслов. Да, появление их амбассадоров было впечатляющим, но неожиданный подтекст Тэхёна и Чингука сделал его незабываемым.
Это было почти поэтично. Тэхён в центре внимания, Чингук в тени, но оба создают историю, которую ни один бренд не смог бы написать намеренно. Историю, которую могли создать только они, непринужденно, молча, с энтузиазмом. Разделы комментариев на разных платформах взорвались. Некоторые фанаты настаивали на скрытом сотрудничестве, возможно, двойной кампании или секретном камео. Другие считали, что Чингук повлиял на направление из-за кулис, внося творческий вклад, как он часто делает в проекты с участием дорогих ему людей. Не имело значения, звучали ли теории реалистично или дико драматично, важно было то, насколько естественно присутствие Чингука вписывалось в мир Тэхёна. Кампания стала не столько рекламной, сколько моментальной, интимной, почти личной. И в конце концов, именно это действительно привлекло всеобщее внимание. Тэхён покорил мир элегантностью, уверенностью и роскошью, но Чингук добавил нечто большее, чем просто внешняя привлекательность. Он добавил эмоций. Глубины. Чувство связи, которое превратило простую фотосессию для послов в повествование, которое фанаты не могли перестать анализировать. Это стала история о двух энергиях, переплетающихся даже без слов, молчаливом взаимодействии, которое превратило Paradise City в сцену невысказанной связи. И как только зрители почувствовали эту связь, ничто другое не могло с ней сравниться. Вскоре люди начали замечать параллели между этой кампанией Paradise City и несколькими знаковыми художественными решениями Чингука. Минималистичная цветовая палитра, чистые линии, эстетика современной роскоши – все это Чингук, как известно, предпочитал в своих сольных проектах. Тэхён словно шагнул в визуальный мир, отчасти сформированный вкусом Чингука, создавая сочетание элегантности и комфорта, которое казалось странно интимным. Поклонники не могли избавиться от ощущения, что Тэхён выражает себя так, как будто отражает человека, которому он глубоко доверял. Теории становились все смелее. Некоторые считали, что Чингук помогал просматривать отснятый материал. Другие полагали, что он оказывал закулисную поддержку, ту самую, которая никогда не попадает в официальные титры, но проявляется жестами, мимикой и энергией. И хотя подтверждение так и не последовало, то, как Тэхён вел себя спокойно, но тепло, уравновешенно, но комфортно ощущалось как результат того, что кто-то стоял за ним не физически, а эмоционально. Та самая поддержка, которую не обязательно видеть, чтобы быть настоящей. Что делало все еще более интригующим, так это то, как естественно развивалось повествование. Никакой надуманной драмы, никаких преувеличенных намеков, только тонкие намеки, общая энергия и атмосфера, пропитанная близостью. Вся компания, казалось, дышала невидимым присутствием, теплом, которое смягчало образ роскоши и превращало его во что-то более человечное. Тэхён, возможно, и был лицом Paradise City, но Чингук стал негласным сердцебиением момента. По мере продолжения обсуждений фанаты осознали нечто важное, дело было не в создании слухов или навязывании связей. Речь шла о признании того, насколько глубоко переплелись их эмоции за эти годы. Тэхён и Чингук всегда влияли друг на друга в творческом, эмоциональном и визуальном плане. Поэтому, когда такая отточенная компания, как Paradise City, непреднамеренно раскрыла намеки на эту связь, это было не просто домыслами, а скорее отголоском связи, которая давно была частью их истории. В итоге Paradise City получили больше, чем просто амбассадора, они получили момент, выходящий за рамки брендинга. Тэхён продемонстрировал роскошь, грацию и харизму с легкостью человека, рожденного для камеры. Но скрытые следы Чингука, жесты, теплота, глубинные эмоции превратили все это раскрытие во что-то незабываемое. Это была не просто эпоха Тэхёна, это стало молчаливым взаимодействием энергий, повествованием, переданным не словами, а самим фактом присутствия. И для фанатов эта невысказанная история оказалась гораздо ценнее любого официального заявления. Что делало этот момент еще более поразительным, так это то, как легко все слилось воедино. Роскошная аура Тэхёна и невидимое влияние Чингука не конкурировали, они дополняли друг друга. Компания ощущалась как гармония двух художественных миров, сливающихся в единый визуальный шедевр. Даже зрители, не являющиеся ARMY, чувствовали нечто иное, нечто более глубокое за каждым кадром.
Это была не просто фотосессия, это было похоже на продолжение истории, рассказываемой по частям на протяжении многих лет. Вскоре создатели контента, редакторы и аналитики начали анализировать ее под каждым углом. Они сравнивали движения Тэхёна со старыми клипами, где Чингук стоял прямо за ним, предлагая молчаливую поддержку. Они заметили, что поза Тэхёна излучала знакомую уверенность, ту же уверенность, которая была у него в моменты, когда Чингук был рядом. Интернет превратился в хронологию параллелей и воспоминаний, переплетая старые взаимодействия с новыми визуальными образами, пока весь фандом не окутан чувством дежавю, одновременно ностальгическим и захватывающим. Тем временем Paradise City неожиданно привлекла внимание. Их компания с Тэхёном уже сама по себе была мощной, но эмоциональная глубина, привнесенная фанатскими интерпретациями, вывела ее далеко за рамки стандартного маркетинга. Внезапно появление посла стало не просто роскошным опытом или эстетичным визуальным рядом, оно стало культурным событием. Разговором. Единым биением сердца внутри фандома. Изысканная элегантность бренда слилась с чем-то естественным и настоящим, создав эффект, превосходящий любые стратегии. Но, пожалуй, самым обсуждаемым аспектом было не то, что было показано, а то, чего не было. Отсутствие Чингука, молчание, окружавшее любое вмешательство, делали всю ситуацию еще более загадочной. Фанаты чувствовали напряжение между тем, что они видели, и тем, что не было сказано вслух. Напряжение, из-за которого история ощущалась как тайна, ожидающая своего раскрытия. И в этой тишине присутствие Чингука становилось все громче, не внешностью, а эмоциями и тонким влиянием. К тому времени, как ажиотаж достиг апогея, одна истина стала неоспоримой: эра Тэхёнов в Paradise City открыла нечто большее, чем мировая эксклюзивность или визуальная гениальность. Она пробудила повествование, живущее между строк, где жесты говорят громче интервью, где энергия раскрывает больше, чем заявление, и где скрытое взаимодействие может затмить собой все внимание, даже не будучи зримым. Это был один из тех редких моментов, когда искусство, присутствие и эмоции переплелись так идеально, что фанаты невольно почувствовали, будто стали свидетелями главы, написанной не по сценарию, а по воле судьбы. Это история, которая не была запланирована, не была анонсирована, но все же развернулась. Тэхён отточил камеру. Чингук отточил атмосферу. Две энергии, одно повествование.